Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об Австралии. Что мы знаем о ней? Ну, то, что это материк. И находится он очень далеко. Там водятся кенгуру и собаки динго. И еще много интересных животных. И, скорее всего, крайне ядовитых. Возможно, там жарко. Вот, пожалуй, и все. Но мы на планете Земля. И сегодня нам нужно узнать об Австралии, пусть не все, но много чего интересного. И говоря о ней, можно сказать, что это самый удивительный и самый маленький материк. И удивлять он будет нас своим растительным и животным миром, своей историей и жизнью. Обо всем об этом и еще самом интересном и удивительном в Австралии пойдет сегодня наш разговор. Поехали! И начнем мы с открытий. Открытие Австралии полно загадок. У материка было несколько названий, из-за того, что его находили не один раз. Многие еще и сегодня думают, что первым ее открыл английский путешественник капитан Кук, которого тут же съели аборигены. Но Кук погиб на Гавайских островах намного позже, а задолго до него другие выходцы из Старого Света побывали в Австралии и оставили там либо следы своего пребывания, либо официальные документы, подтверждающие свою находку. Из-за своих размеров и изолированности материк был открыт европейцами значительно позже обеих Америк, но не последним. Позже него добрались до Антарктиды. Оба этих материка претенденты на звание Terra Australis Incognita. Так что же это такое? Уже античные географы знали о шарообразности Земли и предполагали, что большую часть южного полушария занимает суша. Предполагаемый большой материк они называли неизвестной Южной Землей. Громче всех об этом говорил Птолемей, который изобразил воображаемый континент на своей карте. Идея о существовании в южном полушарии континента, который должен уравновешивать сушу, чтобы Земля не перевернулась, существовала и во времена Римской империи. Она находила отражение на картах, например, выполненных писателем и философом Макробием, а это 5 век нашей эры. И хотя Австралия была заселена людьми примерно 50 тысяч лет назад, европейцы открывали для себя мир заново. Они наносили его на карты и присваивали себе новые земли. Ведущие морские державы времени открытия Австралии – это Голландия, Испания, Португалия и Англия – соперничали друг с другом, пытаясь отыскать все первыми и объявить территории своей собственностью. Эти державы и пустились на поиски неизвестной Южной Земли. После открытия Васко де Гамой морского пути в Индию, вокруг Африки, португальцы добрались до Малукских островов и побывали на северо-западных берегах Австралии. Очевидно, португальские суда до 1540 года иногда подходили к северному, северо-восточному и северо-западным берегам Австралии. Но португальское правительство сохранило свое открытие в тайне из-за соглашения с Испанией, по которому все вновь открытые земли к востоку должны были принадлежать испанскому королю. Первая подтвержденная документами высадка европейцев на берегах материка острова произошла в начале 17 века. Официальное открытие Австралии было осуществлено в 1606 году голландцем Вильямом Янсзоном, адмиралом и путешественником. Он не предполагал, что это материк, принял его за Новую Гвинею и поспешил оставить неприветливое место. В стычке с местными аборигенами погибло несколько голландцев. В 17 веке еще 19 голландских путешественников исследовали южные и западные берега материка. В 1623 году Ян Карстенс открыл полуостров Арнhem-Лэнд и залив Карпентария и участки береговой линии запада материка. Однако эти исследования не смогли выяснить, чем является эта земля – отдельным материком или выступом большого континента, который так давно ищут. В декабре 1606 года от западных побережьев Южной Америки двинулась на запад испанская экспедиция, целью которой было найти Южный материк. Испанский мореплаватель Луис Ваэс де Торрес открыл архипелаг Новые Гебриды, впервые пересек Коралловое море и прошел вдоль южного берега Новой Гвинеи. А в 1642 году голландский генерал
генерал-губернатор Вест-Индии Ван Димен отправил на поиски южного материка экспедицию. Это были 110 человек на 2 судах во главе с Абелем Янсоном Тасманом. Тасман открыл большой остров, почтительно назвав его Ван Дименовой землей. В настоящее время это остров Тасмания, а также Новую Зеландию, острова Фиджи и Тонга. Во втором путешествии в 1644 году он исследовал северное побережье Новой Голландии и доказал, что это отдельный материк. Но голландцы не нашли на открытых ими участках ничего ценного, не так ценившихся в то время пряностей, не пригодных для жизни земель. Ведь запад Австралии засушливые пустыны, а север мангры и болота. Поэтому голландцы полностью охладели к Новой Голландии и перестали ее исследовать. Но через 100 с лишним лет привлекательное юго-восточное побережье материка исследовал знаменитый капитан Кук. Он объявил его британским владением, назвав новым Южным Уэльсом. 28 апреля 1770 года Джеймс Кук и несколько членов его команды высадились на австралийский берег на 38-й южной широте. Местность, открывшаяся взором мореплавателей, была очень живописной. На берегу рос негустой лес, воздух был необычайно свеж. Свежесть воздуху придавала смола эвкалипта, впервые описанного ботаниками экспедиции Джеймса Кука. В 1786 году в Англии было решено колонизировать открытую Джеймсом Куком страну, так как это усиливало позиции Великобритании в южной, еще мало исследованной и неосвоенной части Тихого океана. Удаленность и изолированность Австралии оказали влияние на ход первоначальной колонизации. Английское правительство превратило его в место ссылки политических и уголовных преступников. Первая партия ссыльных переселенцев, насчитывающая вместе с конвоирами и военной администрацией 1200 человек, высадилась на восточном берегу Австралии в январе 1778 года. Дата первой высадки – 26 января. Ежегодно празднуется австралийцами как День Австралии. И с начала 19 века начинается плотное освоение Австралии европейцами. А когда в Австралии были открыты богатейшие месторождения золота, сюда хлынул поток искателей приключений, и Англия объявила весь материк своей колонией. А само название Австралия стало популярным после опубликования путешествия в Terra Australis капитана Мэттью Флиндерса. Губернатор Нового Южного Уэльса Маквайри использовал это название в переписке с Англией. В 1817 году он рекомендовал это название как официальное, и в 1824 британское адмиралтейство окончательно утвердило это название континента. И на данный момент Австралия – это страна и материк одновременно. Он является единственной страной планеты, которая занимает весь материк. Площадь 7 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Длина континента с севера на юг составляет около 3200 километров. Ширина с запада на восток около 4000. Длина всей береговой линии материка 35 877 километров. А самая южная точка Австралии – это мыс Саунд-Пойнт. Самая северная точка Австралии – это мыс Йорк. Западная – это мыс Стип-Пойнт. И самая восточная – мыс Байрон. Западная часть страны омывается Индийским океаном. Юг и восток – водами Тихого океана. В состав данных океанов входит несколько морей, чьи волны также накатывают на красивые австралийские берега. Это Рафурское море, Тиморское, Коралловое и Тасмановое. Помимо полноценных морей, Австралия омывается большими заливами и проливами. В Австралии находится несколько заливов. К ним относят Большой Австралийский залив, залив Шарк, залив Жозеф Бонапарт, залив Ван Димен, залив Карпентария, залив Принцессы Шарлотты, Ботанический залив и другие заливы поменьше. Насчет проливов отметим Басов пролив и Торресов пролив. Да, еще Австралия имеет сотни островов. В пределах своей территории самые большие это Тасмания, Флиндерс, Кинг, Кенгуру, Морнингтон, Грут-Айленд, Баттерс, Фрейзер и остров Мелвилл. Так вот, Тасмания была с Австралией единым целым. 8000 лет назад Тасмания была соединена с материковой частью Австралии, Бассианской равниной. И в конце последнего ледникового периода уровень моря поднялся и затопил плоскую равнину. Ныне затопленная территория, Басов пролив, имеет ширину более 220 километров. И удивительно, что нигде в Басовом проливе глубина не превышает 70 метров.
Да и вообще, Австралия не славится высокими точками относительно глубины и высоты. Большую часть материка, ее центр и запад занимает австралийская платформа. Это очень древняя часть индо-австралийской литосферной плиты, и австралийская платформа одна из крупнейших на Земле. И по сути, материк Австралия представляет собой огромное плато, вогнутое в центральной части в районе озера Эйр и обрамленное приподнятыми краями. Наиболее значительные высоты расположены на востоке и юго-западе, образуя цепи прибрежных окраинных гор. Горы занимают всего 5% Австралии, в то время как 95% территории приходится на обширные равнины, достигающие в среднем 340 метров высоты над уровнем моря. Это самый низкий и выровненный материк на Земле, и только 13% ее территории лежит выше 500 метров над уровнем моря. В рельефе Австралии выделяются западноавстралийское плоскогорье, центральная низменность и восточноавстралийские горы. Восточноавстралийские горы или Большой водораздельный хребет – крупнейшая горная система Австралии, протянувшаяся в восточной части материка. Она распадается на ряд отдельных хребтов, возвышенностей и плато, разделенных котловинами и понижениями. Восточноавстралийские горы невысокие, если вообще можно назвать их горами. Средняя высота до 1000 метров, и вершины их сглажены. С крутыми восточными склонами, переходящими в прибрежную узкую равнину, и пологими западными склонами, постепенно нисходящих к предгорным холмам. И более настоящими горами Большой водораздельный хребет становится только на крайнем юго-востоке, где расположены австралийские Альпы. Здесь расположена самая высокая точка Австралии – гора Костюшка, высотой 2228 метров. Большой водораздельный хребет служит климатической границей и регулятором распределения осадков, которые выпадают на восточных склонах и не проходят на запад. Поэтому восточные склоны гор отличаются высокой влажностью и создают благоприятную среду для развития густых субтропических и тропических лесов. А в остальном рельеф Австралии выровнен. Большую западную часть материка занимает западно-австралийское плоскогорье, лежащее на австралийской платформе. Оно похоже на гигантскую чашу, и средняя высота ее над уровнем моря равна 360 метрам. В центре западно-австралийского плоскогорья также располагаются огромные пустынные территории. Песчаные пустыни Большая песчаная и Гибсон на севере и щебнисто-песчано-глинистая Большая пустыня Виктория на юге плоскогорья. На юге плоскогорья лежит засушливая равнина Налларбор, заканчивающаяся побережьем Большого Австралийского залива, представляющим собой крутой уступ до 150 метров высотой. У Австралии есть свое сердце, только оно не стучит. Мертвое сердце Австралии — так прозвали центральный район Австралии за безжизненность и пустынность. На сотни километров здесь протянулись ровные пространства, покрытые щебнем и песком, с редкими зарослями засухоустойчивых кустарников. Центр плоскогорья занимает центральная низменность, огромная впадина шириной до 1000 километров. В ее центре расположено самое низкое место материка – впадина озера Катитанда-Лейк-Эйр, лежащая на 16 метров ниже уровня моря. В течение длительного геологического времени центральная низменность была покрыта морем и представляла собой пролив, отделяющий западную часть Австралии от восточной. Остатками этого моря и являются соленые бесточные озера Катитанда-Лейк-Эйр и озеро Торренс. Эти озера заполняются водой только в периоды кратковременных дождей. Большую часть года они имеют вид солончаков, и назвать озерами их можно с большой натяжкой. Есть в Австралии и более необычные озера. Озеро Хиллер в Австралии часто называют розовым озером. Свою популярность оно получило именно из-за своего необычного пурпурного цвета. Именно таким озеро Хиллер выглядит издалека и вблизи. Эта всемирно известная природная достопримечательность располагается на острове Мидл-Айленд и со всех сторон окружена эвкалиптовым лесом и многочисленными песками. Помимо этих озер в Австралии есть еще небольшое количество озер по сравнению с другими материками. Например, это озеро Амадеус, озеро Фром, озеро Герднер, Виландра, озеро Экамбен и озеро Макай, озеро Аргайл, озеро Яма-Яма и несколько небольших озер в Тасмании. Это озеро Гордон и озеро Сент-Клер. Все эти озера мелководные и преимущественно соленые. Помимо этого в Австралии есть немного рек и речушек, стекающие с водораздельного хребта. Они также пересыхают время от времени.
Мюррей, Миррэмбиджи, Локлан, Купер-Крик и река Ропер. И многие реки идут с приставкой «крик», а крик, в свою очередь, это периодически пересыхающие реки или временные водотоки, расположенные преимущественно во внутренних районах Австралии и не имеющие не только постоянного течения, но и самого русла. Существуют они только в период дождей и полностью исчезают на большую часть года. Некоторые крики распадаются на ряд разобщенных водоемов. На картах такие реки обозначают пунктирными линиями. Термин «крик» употребляется главным образом в Австралии, но такие реки встречаются и в других засушливых районах земного шара. И только Мюррей считается рекой, которая не пересыхает во время засухи, хотя и она в период засухи сильно мелеет. Да, Австралия обладает самым сухим климатом в мире, так как на ее территории находится огромное количество пустынь. Также континент находится в южном полушарии, что только добавляет разных нюансов в погоде. Материк расположен в пределах трех основных теплых климатических поясов: тропического в центральной части, субэкваториального на севере, субтропического на юге, и только небольшая часть острова Тасмания находится в пределах умеренного пояса. Зимой там иногда выпадает снег, но долго он не лежит. Так все-таки, почему Австралия считается самым сухим материком на планете Земля? Все потому, что с Тихого океана движутся насыщенные влагой воздушные массы. Там находится теплое восточно-австралийское течение. Они не приносят значительных осадков во внутренние районы материка. Большой водораздельный хребет перехватывает почти всю воду пассатов. Обильные осадки характерны только для восточных склонов гор и узкой прибрежной равнины. Там выпадает свыше 1500 мм осадков в год. Воздух, переваливающийся через большой водораздельный хребет, прогревается и постепенно иссушается. А над вытянутыми с запада на восток центральными и западными районами Австралии формируются континентальные воздушные массы. Они способствуют образованию пустынь. Хребет Дарлинг также ограничивает на юго-западе узкий океанический сектор средиземноморского климата, а холодное течение препятствует концентрации влаги в воздухе. Тропический континентальный климат формируется под влиянием холодного западного австралийского течения, которое охлаждает и подсушивает воздух прибрежной территории. Периодические засухи создает и феномен Эль-Ниньо, и получается, что большая часть Австралии – это пустыня, а небольшой восток время от времени страдает от наводнений. И какая бы Австралия сухая бы ни была, там все-таки можно покататься и на лыжах, но не по асфальту или песку. Это развлечение мы оставим для лучших, а на самых настоящих горнолыжных курортах. В Австралии они есть и находятся в горах, пусть и не таких высоких, как в Евразии, в районе штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Тасмания. Они работают только в зимние месяцы. Это июнь и август. Да, дорогие друзья, автор не перегрелся. Зима в южном полушарии приходится на июнь и август, а лето, соответственно, это январь и февраль. И в целом большая часть Австралии это пустынная территория. Но оказывается, в северо-восточной части континента имеются огромные запасы подземной воды. Там расположен так называемый Большой артезианский бассейн Австралии. Кто заметил, сокращенно БАБА. Подземные залежи воды здесь занимают почти 23% площади Австралии. Глубина залегания водоносных пластов до 2000 метров. Объем воды оценивается в 64 900 кубических километров. Температура воды от 30 до 100 градусов. То есть в некоторых местах это геотермальные источники. Вразумительного ответа у геологии, как образовался такой огромный подземный источник, нет. Есть только предположение, что некогда Австралия находилась ниже уровня Мирового океана. В низменности в песчаниках скопилась вода, а потом материк поднялся. Но нет объяснения, почему вода нагрелась и что это за накопление осадочного слоя толщиной 2 километра. Считается, что БАБА подпитывается водой с востока, с большого водораздельного хребта, и многие австралийцы, ученые, уверены, что такая БАБА не оставит Австралию без воды. Главное найти к ней правильный подход. А пока они ищут, мы переходим для многих к самому интересному. Это флора и фауна. Растительность Австралии очень своеобразна. Австралия — страна наоборот. Здесь деревья травяные,
а папоротники древовидные, акации без колючек, а большая часть орхидей не эпифиты. Это растения, живущие на других растениях, а наземные растения. Есть деревья, которые от пожаров не погибают, а только становятся крепче и сразу после обжига зацветают, а сбрасывают они не листья, а кору. Зато мороза здешняя флора почти не переносит. Своей оригинальности растительность Австралии обязана особенностям климата. Древность истории, длительность изоляции материка от других участков суши. Здесь много реликтовых и эндемичных видов растений. Австралия – это материк эвкалиптов и акаций. Всего учеными выделено 820 видов эвкалиптов, и только 9 из них родом не из Австралии, и только 15 растут в других местах Земли. Это доминирующий на материке род вечнозеленых лиственных пород. Жизненная форма эвкалиптов изменчива. Есть растения в виде кустарников и в форме разных по размеру деревьев. Кстати, это самое высокое растение среди цветковых. Его максимальный рост иногда превышает 100 метров. В сухом жарком климате растут более низкорослые виды. А в пустынях Центральной Австралии карликовые эвкалипты достигают всего 2-3 метров высоты. Вместе с акациями они образуют густые заросли малли. Из кустарниковых форм состоит и другой тип австралийского ландшафта. Это скрэп. По скорости роста среди всех древесных пород эвкалипт занимает первое место. В первый год жизни его высота составляет 2,5 метра, а к 10 годам рост породы колеблется от 25 до 30 метров. Акация, также типичный для Австралии род цветковых растений, здесь растет почти половина всех видов этого рода, около 500. Для австралийских акаций характерно отсутствие колючек и замещение функции листьев прилистниками, филодиями. Относятся они к семейству бобовые. Это деревья разной высоты, дающие активную поросль. Акации очень красиво и обильно цветут и имеют изящные сложные прилистники. Пальмы растут на побережье востока и севера страны. Всего растительность Австралии включает 26 видов пальм. В Австралии есть и свой баобаб-эндемик. Это Адансония грегори, он же баоб. Единственный вид баобабов, растущих в Австралии. Он накапливает в стволе воду и при этом раздувается и встречается на северо-западе Австралии. В Австралии есть бутылочное дерево, на котором не растут бутылки. Из него не делают бутылки, зато оно само похоже на бутылку формой своего каудексного ствола. Брахихитон наскальный, еще один эндемик бутылка, и запасая воду расширяется в нижней части ствола, увеличиваясь в диаметре до 2 метров. Стволы других видов рода брахихитон, обитающих исключительно в Австралии, тоже представляют форму бутылок. Растения Австралии оригинальны и необычны для жителей других континентов. Например, библис гигантский, это кустарниковое растение, получило не очень приятную репутацию людоеда, но это слухи. Оно мухоед, а иногда лягушкоед. Узкие листья этого растения покрыты железами и липкими волосками. Они предназначены для переваривания жертвы. Веточки и листья кустарника – это липкая преграда для насекомых, а зачастую и для улиток и лягушек. И, пожалуй, самым экстравагантным австралийским растением является жалящее дерево. Его листья и ветви буквально пропитаны сильным ядом, вызывающим раздражение, воспаление и опухоль на коже. Действие продолжается до нескольких месяцев. От жалящих деревьев в Австралии регулярно гибнут домашние кошечки и собаки. Интересно, что плодами этого дерева благополучно питаются некоторые сумчатые животные. Эндемики в Австралии на каждом шагу. Да и названия у них эндемичные. А многие слышали только избранные любители растений. Ризантелла гарднера, Араукария бидвилла, Макропидия чернобурая, Лахностахис корявоколистный, Кинедия нортливская, Анигазантас приземистый, Вертикордии, Банкси и Ванды и еще большое количество интересных и неповторимых растений, о которых стоит поговорить поподробнее в отдельных выпусках. А мы летим на Большой барьерный риф, ведь он расположился возле берегов Австралии. Это крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 километров и
занимает площадь около 344 400 квадратных километров. Большой барьерный риф является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. Структура этого рифа образована из миллиардов крошечных организмов, известных науке как коралловые полипы. Он простирается с юга на север, и его площадь больше площади Великобритании. Да и уникальность и разнообразие фауны Австралии не может оставить равнодушным. На материке южного полушария Земли обитает 200 тысяч видов животных, 80% из которых относят к эндемикам. В группе эндемиков материка находится большое количество биологических организмов, среди которых 379 млекопитающие, 76 рукокрылые, 13 копытные, 69 грызуны, 10 ластоногие, 44 китообразные, а также некоторые хищники, зайцеобразные и сирены. И многие виды с сумками. В Австралии обитает 180 видов сумчатых животных. Всего их существует 250. А мы перечислим самые эндемичные из эндемичных. Это кенгуру, коалы, вомбаты, бандикуты, сумчатые кроты, утконосы, ехидны, квоки, сумчатые куницы, карликовые опоссумы, сумчатые муравьеды и мыши, тасманийские дьяволы и динго. Из птиц назовем гривистую утку и розовоухую утку, желтоклевую колпицу и огнехвостую амадину, казуаров и страуса эму. А какое большое количество видов попугаев! Да и голуби здесь необычные. Например, фруктовый выглядит совсем нескромно. Из присмыкающихся отметим гигантского варана, питона, ящерицу молоха, синеязыкового сцинка и большое количество ядовитых и очень ядовитых змей. И, конечно же, самого большого крокодила на планете – гребнистого. И если кенгуру с остальными носителями сумок практически безобидны, то в большинстве случаев природа Австралии для человека далеко не безопасна. Можно сказать, крайне агрессивна. Из птиц непростой парень-казуар. Выглядит красиво, а на планете считается самой опасной птицей. Если не клюнет, то когтями может повредить серьезно. Но это цветочки. Хотя, как мы узнали, и только о некоторых многие растения тоже могут нести угрозу. Куда опаснее змеи, такие как тайпан и муга. А еще тигровая, краснобрюхая черная змея, гадюкообразная смертельная змея и еще с добрый десяток крайне ядовитых. И если вам повезло и змей вы обошли стороной, добро пожаловать в мир паукообразных. Сиднейский воронковый паук, красноспинный паук и странствующие пауки имеют достаточно яда, чтобы парализовать жертву. Добавим сюда скалопендр, скорпионов, шершней, диких пчел и ос. А если вы все-таки уснули, к вам может прилететь комарики из рода кусак. Небольшие летающие жалящие насекомые не обладают ядом, но считаются наиболее опасными представителями фауны Австралии, так как могут быть переносчиками смертельно опасных болезней. И после укуса, хотя комары не кусают и не жалят, мы просто привыкли так говорить, этого маленького существа у человека могут развиться тропическая лихорадка, энцефалит долины Мюррея, а также лихорадка реки Росс. Да что же это такое, думаете вы, если, конечно, еще живы, и бежите к воде, может там будет поспокойнее. Но подводный мир Австралии – это еще та колыбель для вечного покоя. Например, самым опасным для человека видом является географический конус. Ежегодно от укусов моллюсков-убийц в Австралии умирает пару человек. Смерть наступает всего в течение пары минут. Скаты-хвостоколы, морские змеи дюбуа, синекольчатые осьминоги – все они не желают вам зла, но вы можете их случайно потревожить, и приятного будет мало. А если вас не настигли осы на берегу, то не расстраивайтесь, в море вас ждут морские осы. Морская оса – это самое опасное морское жалящее животное, вооруженное 60 щупальцами. Она может всего за 1 минуту убить человека, а яда одной такой малютки хватит на то, чтобы лишить жизни около 60 человек. Обитает эта медуза на северо-востоке и северо-западе Австралии. Встречается как на мелководье, так и в открытом море. И все бы ничего. А как же тигровые акулы и гребнистые крокодилы? Конечно же, не стоит забывать
рассказывать о них. Самые большие зубастики с плавниками и без не прочь полакомиться веселым беззаботным туристам или забывшим, где он живет, аборигеном. Картинка нарисовалась так себе. Но по сути случаи эти редки, и по статистике люди чаще умирают от гриппа или других болячек. Но знать об этом необходимо, чтобы в будущем не показывать казуарам фиги и не тыкать пальчиком ни в тайпана, ни в гребнистого крокодила. Причем, обитая на территории Австралии, многие эндемичные животные со временем попадают в категорию редкие. Ведь самая большая катастрофическая проблема, обострившаяся в последние годы в Австралии, это засуха и пожары. Австралийские лесные пожары опустошили страну и ее экосистему. В огне погибло около полумиллиарда животных. Выжжено десятки тысяч квадратных километров земли. Сотни тысяч австралийцев покинули свои дома и переместились в более безопасные районы. Если смотреть в целом за большой промежуток времени, то катастрофически быстро исчезают лесные массивы, столь ценные для этой бедной лесами страны. Под угрозой исчезновения оказываются многие виды животных. Все шире распространяется эрозия почв и деградация кормовых угодий. За время колонизации в Австралии сведено около 40% всех лесов, 75% дождевых тропических лесов, утрачено более 60% водно-болотных угодий и прибрежной зоны на юге и востоке континента. За последние 200 лет вымерли 10 видов сумчатых животных и 8 местных видов грызунов. Кроме того, в Австралию завезены животные с других материков, что нанесло сильный урон местным экосистемам. Это динго, кролики, лисы и кошки. После начала колонизации в Австралию попало большое количество чужеродных для материка видов растений, причем некоторые из них стали злостными сорняками. В настоящее время правительство Австралийского Союза и многие общественные организации прилагают большие усилия для повышения эффективности мер по охране природы. В стране создано большое количество национальных парков. Также ведущими экологическими проблемами Австралии являются загрязнение атмосферного воздуха диоксидом углерода и выхлопными газами автотранспорта. Вопросам санитарной охраны окружающей среды в Австралии уделяется большое внимание правительства и общественных организаций. Правительство занимается предохранением внутренних и прибрежных вод от бытовых и промышленных загрязнений. Плотно занимаются рационализацией системы сбора, удалением и обезвреживанием отходов. И это очень хорошо, когда люди на материке стараются исправить ошибки, созданные прошлыми поколениями. И хотелось бы верить, что на остальных материках люди также сплоченно начнут не только говорить о проблемах, но и систематически устранять и тем более не создавать новых угроз для нашей планеты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.